вы на своем шахматном веку сыграли, конечно, множество партий. Вот могли бы вы припомнить и рассказать о какой-нибудь из них, ну, самой необыкновенной, что ли? Пожалуй, могу. Потому что я, наверное, один из немногих современных шахматистов, которым посчастливилось играть с Полем Морфи. Один московский известный психиатр загипнотизировал паренька и внушил тому, что он и есть прославленный американский шахматист середины 19 века, после чего мне было предложено сыграть матч. Причем паренек настолько вошел в свою роль, что вел себя как настоящий чемпион, долго не хотел играть с любителем, потом потребовал гонорар $100 000. Гонорар был ему вручен в виде листка бумажки. Матч состоялся. Упорный, напряженный матч. Правда, должен похвастаться, я выиграл его. Но с гораздо большим трудом, чем, скажем, спустя полчаса, когда Поль Морфи снова стал обычным московским пареньком. Что же позволило обычному пареньку стать достойным партнером гроссмейстера Таля? Чтобы понять, что такое гипноз, побываем в одной из клиник, где исследуется это явление. Идет сеанс гипноза. Начинаю сеанс лечебного внушения. Закройте глаза. Вам хочется спать. Спать. Глубже в сон. Вы слышите только мой голос. Спать. Глубже спать. Человек уснул. Значит, гипноз связан со сном. Иван Петрович Павлов показал, что гипноз – это искусственно вызванный частичный сон, во время которого организм продолжает сохранять связь с определенными раздражителями. Убедиться в этом помогли опыты на животных. У собаки выработан условный рефлекс на звук «до». Он всегда подкреплялся пищей. Под действием этого раздражителя в коре мозга возникает возбуждение. Звук «р» пищей не подкреплялся. Вначале он тоже вызывает возбуждение. Затем собака, не получая пищи, перестает реагировать на него. В коре возникает торможение. При длительном воздействии звука «р» наступает общее торможение коры мозга. Собака засыпает, подобно человеку, которому врач внушил сон. Лишь центры, связанные со звуком «до», сигналом пищи, продолжают бодрствовать. Они образуют по Павлову сторожевой пункт. Ни на какие другие звуки собака не реагирует. Лишь звук «до» беспрепятственно доводится до коры и пробуждает животное. Избирательно реагировать на раздражение способен и мозг человека. У постели ребенка заснула мать. Спит. Но вот заплакал ребенок. Проснулась. И здесь проявляется действие сторожевого пункта. Во время гипнотического сна связь врача с пациентом также осуществляется через сторожевые пункты. При гипнотическом внушении ими становятся центры мозга, воспринимающие речь. Мы с вами на берегу реки. Откройте, Сережа, глаза. Впереди вода, смотрите. Мы ловим рыбу, забрасывайте удочку. Вот, правильно. Смотрите на поплавок. Пристально смотрите. Вот клюет. Выдергивайте, выдергивайте. О, осторожно, хватайте. Слово врача по механизму условного рефлекса может вызвать лишь образы и действия, известные пациенту из прошлого опыта. Внушенные во сне сцены отдыха благоприятно воздействуют на человека. Сейчас я сосчитаю до 3, вы откроете глаза. Вы будете себя хорошо чувствовать.
Я начинаю счет. 1, 2, 3. Ну, как вы себя чувствуете? Хорошо. Хорошо. Как вы отдохнули во время гипноза? Отлично. Настроение какое у вас, Сережа? Великолепно. Исследования показали, что гипнотическое внушение может влиять на ощущения, изменять работу внутренних органов. Известно, что охлаждение кожи вызывает сужение сосудов. Это подтверждают приборы. Но достаточно словесного внушения. Дают тепло, и то же прикосновение вызывает расширение сосудов. Смотрите, как изменилась кривая. Словесное внушение оказалось сильнее сигналов, идущих от органов чувств. Поэтому его применяют при операциях, когда обычный наркоз противопоказан. Во время гипноза слово врача оказывает сильное влияние на психику человека. Приятное состояние расслабленности, покоя и отдыха. Засыпаете глубже, хорошо слышится голос мой, глубже засыпаете. Гипноз стал надежным помощником при лечении различных неврозов. Побываем еще на одном сеансе. Не можешь. Ну что ж, мы сейчас начнем сеанс. Теперь ты стала Рахманиновым. Врач пытается помочь пианистке преодолеть страх, обрести уверенность в себе. Свободно. Точно. Свободно. 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 Шаг. Идем. Сейчас она играет свободнее. Внушение сняло состояние неуверенности. Но чтобы пианистка могла так играть всегда, необходим еще долгий, упорный труд врача. Хорошо. Конечно, гипноз не средство от всех болезней, но его возможности еще не исчерпаны до конца. Гипноз ждет новых исследователей, которые откроют его тайны.